Приветствую вас на нашем канале. Сегодня будет продолжение материала и обещанная реконструкция одного фаэтонца по собранным отрывкам в летописях. Также мы пойдем глубже и рассмотрим материалы по всем известной планете Нибиру из жителей планеты Ануннаков. И я представлю вам связь ануннаков и фаэтонцев. Попробуем разобраться, где сейчас планета Нибиру, которую нам обещали многочисленные предсказатели, и в том числе уважаемый Захарий Сич. Что случилось с ануннаками и какую роль на самом деле они сыграли для нашей планеты и цивилизаций, которые находились на планете. Начнем с обещанной реконструкции фаэтонца. Данная реконструкция не является точной на 100%, но 60-70% совпадений точно присутствует. Каким образом информация о внешнем облике фаэтонца могла сохраниться и как кто-то смог увидеть их? Найдена записанная почти сказочная история о жителе Земли, которая произошла на территории современной Мексики. Описывает очень странную историю, произошедшую очень давно и превратилась почти в легенду. Итак, это было в далеком-далеком прошлом, когда мир был наполнен множеством мифических существ и фантастических сооружений. Люди общались с богами и духами, повсеместно получали много помощи и различных знаний от них. Мир богов и духов состоял из гармонии и всеобщего мира, без войн и зависти. Высшие существа открыли в людях фантастические возможности, о которых даже фантасты не могли догадаться. Жилища богов представляли парящие в воздухе сгустки каких-то энергий, и они могли перемещаться в пространстве и менять свою плотность и прозрачность. Растения и животные в их мире были странны на вид и представляли совсем другие создания, которые описать не взялись даже философы и мудрецы прошлого. Так в данном мире, по представлению древних людей, жили 7 существ, которые заботились о жителях, проживающих в то время в гористой местности на территории современной Мексики. Информацию и помощь жители получали через сны или что-то похожее на сон. Люди погружались в состояние, в котором они получали все необходимое, и все, что им не нужно было знать, забывали. Вот что говорил один из древних мудрецов, который изучал материалы и легенды и ощущения людей, погружавшихся в это состояние. Мы видим мир во сне открытым. Здесь правит истина давно. Увидев сон в стекле размытом, узнаем все, что нам дано. Сны искрой истины мерцают, стремятся правду нам открыть, но все они с утра растают, с приказом мягким все забыть. Высших существ никто не видел и не мог видеть. Они не могли жить на земле, так как им не подходили земные условия. Атмосфера и другие условия жизни им были противопоказаны. Также жители Земли не могли посетить место пребывания высших существ, так как их ожидала неминуемая гибель. Но кто были эти 7 высших существ, создавших рядом с Землей свой мир гармонии? Это и были оставшиеся 7 фаэтонцев, прибывшие на Землю после гибели их планеты. Это были первые глубокие контакты с нашей цивилизацией и надеждами фаэтонцев создать на Земле идеальный мир, хотя бы немного похожий на их цивилизацию. Но, как мы уже знаем, их искренние иллюзии будут разрушены человеческими пороками, заложенными в генетическом коде. Но до разрушения всех иллюзий было еще далеко. И фаэтонцы с большим вдохновением начали задуманное для построения комфортного мира на Земле. Они очень хотели получить контакт с землянами и разными способами пытались их обеспечить. Но все было тщетно. Они не могли находиться на Земле, а земляне не могли попасть живыми к фаэтонцам.
Но все-таки один землянин смог увидеть фаэтонца, и эти сведения с большим трудом через исторические тернии дошли до нас. Год, когда это произошло, сейчас невозможно воспроизвести. Одна семья в Северной Америке на реке ловила рыбу. Погода резко начала портиться, и их лодку понесло по течению, усилившемуся ветром. Весло было сломано, и лодка понеслась по течению, которое устремило их к водопаду. Глава семьи привязал к лодке веревку и пытался зацепиться ей оплывшие деревья за уступы скал. Но все было тщетно. Неуправляемую лодку несло по стремительной реке навстречу водопаду. Они уже готовились к неизбежному и уже видели бурлящее начало водопада. Но веревка вдруг зацепила за ствол дерева, и ствол дерева застрял между двух выступов камней, торчащих из воды. Лодка полетела в пропасть, но пассажиры лодки были привязаны к ней, и только это спасло их от падения из лодки в пропасть. Они зависли на высоте, но струи воды не давали им нормально дышать. Они оглушали и захлебывали людей. Но вдруг они через потоки летящей воды увидели широкий уступ, уходящий вглубь обрыва, с которого стекали потоки воды. Потребовалось немало времени и усилий для того, чтобы они могли попасть на этот уступ. Над площадкой находился выступ, который защищал людей от потоков воды. Они смогли перевести дух и набраться сил. Но что делать? Пресной воды у них было много, целая река. А вот с едой была большая проблема, ее просто не было. При исследовании выступа был обнаружен странный камень, который был как будто бы вырезан из одного куска скалы и представлял собой прямоугольник. Нажав на камень, они увидели, как он провалился внутрь. Открыв небольшое прямоугольное отверстие, с трудом они пролезли по узкому туннелю и попали в совершенно круглую пещеру с идеальными ровными стенами. В пещере они увидели некоторую установку, которая излучала свечение зеленого цвета и как будто бы искрилась мелкими голубыми искрами. Что дальше произошло, мы не знаем. Точная информация отсутствует в летописях. Единственное, что известно, вернулся в деревню только 5-летний ребенок, который неожиданно оказался на дороге около деревни. Он был без сознания. Когда сознание вернулось к нему, он спутанно рассказал эту историю, и самое удивительное, он описал не только установку, а еще и существо, которое появилось неожиданно в глубине установки в пещере. Показать место, где это произошло, он точно не смог, но индейцы и не стремились, так как они подумали, что мальчик с родителями попал в царство злых духов и запретили всем жителям искать эту пещеру, чтобы не навлечь несчастье на деревню. Единственное, что смог принести в памяти из пещеры, это то, что он смог нарисовать на камне и рассказать шаману. И из этого спутанного рассказа испуганного ребенка появилось описание фаэтонца. Вот что написано в летописи. В глубине появился полупрозрачный силуэт неизвестного существа, который был отдаленно похож на человека, но тело было очень хрупкое, с почти полным отсутствием плечей. Руки существа плавно переходили из шеи в небольшие закругления. Голова была немного овальной формы, с едва заметными ушными отверстиями. Нос с одной стороны был похож на человеческий, но был странной формы. Глаза были в меру большие, лицо и лоб был усеян морщинами. На лбу находилось подобие третьего глаза, но он был не открыт. Все лицо и шея покрыты мелкой шерстью или похожей на шерсть, но очень тонко и нежно, как мягкий пушок. Вот примерно так удалось провести реконструкцию с неточностями, но общие черты удалось воспроизвести. Данную информацию удалось найти в просекреченных архивах фашистской организации Аненербе. Они собрали много информации и систематизировали ее. Аненербе очень интересовала данная пещера и установка. Они 12 экспедиций отправляли на поиски, опрашивали местных жителей и собирали множество материалов.
Они привлекли авиацию, дирижабль и другие технические средства, и не только технические. При Аненербе действовали энергетические поисковики. Это были поисковики, которые могли находить воду, полезные ископаемые, пещеры и даже живых людей в пещерах и других скрытых местах. В ННРБ подразделение энергетических поисковиков курировал лично Гиммлер, а вел стратегию развития данного отдела ННРБ Вольфрам Зиверс. Они много нашли и скрыли. Нашли они данную пещеру или нет, в открытых документах нет. Хотя было бы удивительно, если бы такие данные рассекретили. На этом мы заканчиваем эту часть, которая посвящена реконструкции внешнего вида одного фаэтонца, случайно попавшей на глаза 5-летнему ребенку, который смог выжить после этого и по летописи прожил очень долгую жизнь. Он в дальнейшем много информации получал как будто бы во сне и делился с шаманом и со своим народом. Но что за информацию он получал, найти в летописях не удалось. В следующей части мы начнем исследование планеты Нибиру и Ануннаков. Разберемся, откуда они пришли, и отследим их связь с фаэтонцем. Всего хорошего, до новых встреч и подписывайтесь на наш канал.